Всем привет! Меня зовут Дима Семенищев, я джазовый контрабасист и аранжировщик. И сегодня 5-й выпуск моего проекта «Сектор джаза». Тема нашего выпуска – буквенное обозначение аккордов, часть 2. Я надеюсь, многие из вас видели первый выпуск программы «Сектор джаза». Если не видели, ссылка появится здесь и обязательно будет в описании. В первом выпуске мы поговорили о 3 важнейших аккордах – мажоре, миноре и доминанте. И эти 3 аккорда занимают наибольшее пространство в музыке, в том числе и джазовой. Но давайте сегодня поговорим о тех аккордах, которые не вошли в этот выпуск. Начну я с аккорда, который обозначается циферкой 6. Вы можете встретить такой аккорд, как C6 или F минор 6. Что такое цифра 6? Это секста. Многие называют этот аккорд как секст-аккорд. Я не очень люблю этот вариант. Скорее голосую за вариант аккорд с секстой. В чем его особенность? Особенность этого аккорда в том, что в нем нет септимы. Когда мы видим в обозначении аккорда цифру 6, это значит, что от баса мы должны построить большую сексту, независимо от того, мажорный аккорд или минорный. Итак, например, мы увидели обозначение C6, и это будет вот такой аккорд. Если мы увидели обозначение C минор 6, поменяется в данном случае только терция, а 6-я ступень будет нам напоминать и намекать о дорийском миноре. Пойдем дальше. Следующий аккорд максимально близок к предыдущему. Это аккорд полууменьшенный. Вы можете встретить такое обозначение, как перечеркнутый нолик или минорный септаккорд с низкой квинтой. Внутри этого аккорда уменьшенное трезвучие, а септима является малой. Как видите, отличие от минорного септаккорда ровно одна нота, да? Низкая квинта. Почему этот аккорд максимально родственен к предыдущему? Давайте сыграем аккорд до минор с секстой. Он будет выглядеть вот так. А теперь сексту перенесем из верхнего голоса в бас. И мы получили ля полууменьшенный. По характеру звучания, а зачастую и по смыслу, это один и тот же аккорд. Но в первом случае это до минор с секстой, а во втором ля полууменьшенный. Чаще всего вы встретите такой аккорд, как полууменьшенный, в минорной последовательности 2, 5, 1. Давайте построим в натуральном миноре от 2-й ступени септаккорд. Например, представим, что мы в ля миноре и по белым клавишам от ноты си строим септаккорд. И он получается полууменьшенный. И вы можете встретить такую последовательность, как си полууменьшенный, ми септ, ля минор 6, 9. По сути, это 2, 5, 1 в миноре или минорный turnaround. Следующий аккорд – это аккорд уменьшенный. Его построить очень просто, он состоит из нескольких малых терций. И как его не обращай, он будет превращаться в следующий уменьшенный аккорд. Этот аккорд максимально родственен с доминантой. Давайте попробуем сыграть уменьшенный аккорд от ноты си. Си, ре, фа, ля бемоль. А теперь добавим к этому аккорду бас от соль. И что мы получаем? Мы получаем соль септ с низкой ноной, который у нас тяготеет в до мажор или же в до минор. То есть аккорд уменьшенный может быть доминантовым по функции или же быть частью его. У нас остался всего один вид септаккорда, это септаккорд увеличенный. В его основе увеличенное трезвучие, а септима большая.
то есть от ноты до, это будет вот такой аккорд. До, ми, соль, диез, си. Вы можете встретить такое обозначение, как плюсик. Очень часто можно увидеть, особенно в старых реалбуках, такое обозначение, как аккорд с плюсиком. В современной нотации все чаще этот аккорд делают составным. И здесь мы поговорим еще об одном приеме написания аккордов. Это написание аккордов с помощью слэша. Как по-другому можно написать увеличенный септаккорд? Его можно написать как трезвучие от ноты ми на басу до. И данное обозначение намного удобнее и намного интуитивно понятнее для джазовых музыкантов. Почему это обозначение более удобно для джазовых музыкантов, мы обязательно поговорим, когда речь зайдет об импровизации. Когда еще мы можем встретить такое обозначение, как слэш? Представим, что нам нужно написать в цифровке уменьшенный септаккорд, но с необычной нотой в мелодии или с необычным голосом внутри него. Например, нам нужно написать уменьшенное трезвучие от ноты до, наверху которого будет нота си. То есть до, ми бемоль, соль бемоль, си. Как вы это сделаете? Добрый вечер, уважаемые знатоки. Я бы сделал это следующим образом. Я бы написал это как си, мажорное трезвучие от ноты си, на басу до. Очень часто мы видим обозначение в виде слэшей, когда у нас остинатный бас, и на этом басу у нас меняются аккорды. И все это, конечно же, будет нотироваться с помощью слэша. А еще слэш используется для того, чтобы показать движение в басу. До мажор с басом си, ля минор септ, ля минор с басом соль, фа мажор с басом ми, ре минор, ре бемоль септ и до. В данном случае очень часто встречаются аккорды со слэшем, но они показывают только изменения в шаге баса. И последнее, для чего нам нужен слэш, это написание обращений аккордов. Что такое обращение аккорда, вы должны помнить из курса сольфеджио. У трезвучия есть два обращения. Это секстаккорд и квартсекстаккорд. Представим, что нам нужно принципиально написать квартсекстаккорд до мажорного трезвучия. Как мы это сделаем? Мы напишем до на басу соль. Сегодня мы познакомились с оставшимися вариантами записи аккордов. Если у вас есть вопросы и пожелания, пишите их сюда. С вами был Дима Семенищев из сектора джаза. Увидимся через неделю.